Приветствую зрителей канала Велобаза. Хотел поднять такую тему, как подбор правильного велосипеда для качественного катания, для получения удовольствия. Вообще, велосипеду около 100 лет, и изначально он был придуман и создан для того, чтобы дарить людям удовольствие и радость. Это была дорогая игрушка для среднего и богатого класса населения, поэтому если убрать аспекты большого спорта, то в целом велосипед – это штука, которая должна приносить вам удовольствие. Если велосипед вам удовольствие не приносит, и вы не спортсмен, вы делаете что-то не так, или велосипед у вас, скорее всего, неправильный. Вот об этом бы я хотел поговорить. Поводом для этого видео случил недавний запрос моего друга, что-то ему сделать с велосипедом, чтобы он начал на этом велосипеде все-таки получать удовольствие. Велосипед марки Intense был собран где-то примерно в 2014-2015 году без постановки задачи, для чего велосипед собирается. Какие нужно поставить перед собой вопросы, чтобы собрать велосипед, который вам подходил. Их всего 3. Вопрос первый. Что вы хотите от велосипеда и как вы хотите на нем кататься? Вопрос, казалось бы, простой, на самом деле он не очень простой и не очень очевидный. Потому что, неправильно ответив на этот вопрос, не подобрав правильный велосипед, вы не получите того, что вам на самом деле нужно. Вопрос второй. Это где вы будете кататься? Тоже, казалось бы, вопрос очевидный, но на примере этого велосипеда мы можем видеть, что велосипед был собран для катания в горах. А в горах этот велосипед никогда не был и не будет. И вопрос третий. Это вопрос бюджета. Я умышленно оставил этому вопросу третий пункт, потому что он на самом деле действительно не главный. Можно купить очень дорогую игрушку, которая просто не нужна. Например, можно купить дорогущий карбоновый шоссейный велосипед, и он будет стоять в станке и крутиться в цифте. Или купить какой-нибудь, опять же, Intense для гор, который никогда не окажется в горах. Или купить разделочный велосипед и никогда не участвовать в соревнованиях и кататься на неудобном велосипеде. Теперь чуть более расширенно по этим пунктам. Что делать на велосипеде и как на нем кататься. Но тут надо просто понять в целом, что вы хотите. Если не брать спорт и просто занятия фитнеса, то, например, там, по желанию, кататься по набережной, подойдет велосипед с корзинкой. Кататься быстро по лесу, значит, нужен какой-то велосипед для следующей дисциплины. Участие в гонках, само собой, тут вы сами все знаете. Советы какие-то не нужны. Кататься с ребенком летом, значит, вам явно не нужен очень быстрый велосипед, если ребенок, конечно, не быстрее вас. Какие еще бывают классические примеры неподходящих велосипедов? Например, покупка даунхильного велосипеда в Москве. Особенно есть отдельная категория людей, которые на этих велосипедах никогда в горы не ездили и даже не планируют. Даже если кататься какие-то попрыгули, то не нужен такой велосипед. Можно, конечно, поехать в Кузьминки и кататься от коня до коня на нем, тоже вариант. Но вот это классический пример неподходящего велосипеда для Москвы, абсолютно. Покупка шоссейного велосипеда, если у вас в ногах нет хотя бы сил крутить 30 км в час средний, хотя бы 28. Просто при такой скорости нет особо смысла от аэродинамической посадки шоссейного велосипеда, и кроме неудобства вы ничего не получите. Скорость передвижения у вас будет такая же, как на хардтейле или чем-то таком. Если, конечно, вы не катаетесь на дальняк. Если катаетесь на дальняк, да, эффект будет. Можно купить очень злой протектор, который на самом деле не нужен, или какая-нибудь ультрамягкая резина, которая будет красить весь накат, а то, для чего она создана, предназначена для катания в тех дисциплинах, опять же, она не используется. Получается, что вы, неправильно выбрав резину, снижаете свою среднюю скорость, тратите больше сил в пустоту. То есть вы определяете в целом, для чего вы решили взять велосипед. Может быть, это будет 5 раз в год покататься с друзьями. Все сразу становится ясно. Второй вопрос. Где кататься? Вопрос серьезный, потому что, катаясь на велосипеде, вы будете тратить на это какое-то количество времени. Если вы увлекаетесь велосипедом, то это время будет довольно объемное. Соответственно, надо понять, этот велосипед будет либо для выезда куда-то, либо для катания в радиусе вашего проживания или заброски на машине, на электричке куда-то. Потому что, исходя из локации, где вы будете кататься основную часть времени, тогда и будет понятно, какой велосипед вам нужно выбрать. Соответственно, если
вы сами не можете этого сделать, попробуйте посоветоваться с друзьями, знакомыми, с которыми вы планируете кататься. Либо можете обратиться на велобазу. Вообще, очень важно, покупая велосипед, общаться с людьми, которые сами катаются на велосипеде, а не только их продают. Потому что продавать велосипеды – это одно дело, а когда люди сами катаются, то они более отдельный совет вам дадут. Вообще, на самом деле, во многих магазинах консультанты сами прекрасно катаются. И вот, если вы будете покупать велосипед в магазине, то постарайтесь просто спросить у человека, вообще катается ли он сам и в какой дисциплине. Потому что бывает такое, что продавец начинает вас склонять в тот стиль катания, который он сам катается. Это не совсем корректно, потому что, еще раз, если он контрила, а вам нужен велосипед с корзинкой для прогулок по набережной, то вы можете купить неправильный велосипед. Именно поэтому у нас страна завалена горными велосипедами, как наследие 90-х, когда любой велосипед, который покупался, прежде всего должен быть с широкими зубастыми покрышками, и покупался горный велосипед. Что касается бюджета, дорогой велосипед не значит, что этот велосипед вам подойдет. Вот это вообще неправильная позиция. Точно так же, как не нужно гнаться за скидками. Там какой-то велосипед стоил 300 тысяч, на него объявили скидку 60%. Цена важна, но она вторична. Потому что велосипед за меньшие деньги в итоге может оказаться вам более подходящим, и в конечном счете удовольствие будете получать на нем больше. Возвращаясь к велосипеду Intense. Никакой поставленной задачи оформленной не было, когда он собирался. Получился такой вот мутант. Рама с входами подвески 140-160 мм, вилка 160 мм, злая резина для гор. Не очень удачная модель дроппера. Но на самом деле тогда просто других не было, или было очень мало. В данном случае получается, что если седло опустить, да плюс еще срабатывает подвеска, то вот эта проводка, рубашка начинает цеплять за покрышку. А владелец мне сказал, что у него были случаи, когда протектор закусывал рубашку и седло отстреливало вверх в неподходящий момент. Это исходные данные. Значит, что владелец хочет получить от велосипеда? Путем минимальных каких-то изменений в конструкцию и потратив поменьше денег, получить комфортный велосипед для езды по московским лесам, как то Бица, Бутово и так далее. То есть это должен быть такой, контрийным велосипедом его сделать нельзя, он уже не контрийный. Вот, а что-то типа трейлового велосипеда из него сделать можно. Что мы для этого сделаем? У меня есть импровизированный мешок Санта-Клауса, в котором у нас есть две покрышки Maxxis Aspen. Не знаю, сколько веса мы выгодаем, но накат точно будет лучше. Гарантированно. Подседельный штырь Pro с подводкой Stealth 150 мм. Я думаю, что это примерно то же самое, что штыри. Бренд X, немецкий бренд, скорее всего, какой-то OEM. У рамы есть отверстие для скрытой подводки управления дроппером. На велосипед было решено поставить более современную трансмиссию 1.11, для чего поменяется передняя звезда на одну, сзади поставится переключатель на 11 скоростей, кассета и монетка на 11 скоростей. И в качестве приятного бонуса мы решили клиенту поставить на пробу вилку с ходом 140 мм, чтобы велосипед был на самом деле трейловый. Вот, это вилка Helm, у которой ход был согнан до 140 мм. Все это хозяйство передано механику, велосипед он сейчас соберет. В следующем ролике, я надеюсь, мы уже получим отзыв владельца. Я очень надеюсь, что он почувствует то, что велосипед начал ехать иначе. Вот. А может быть, даже запишем какой-нибудь тест-драйв по катушку, если получится. Затронув такую тему, мне бы хотелось спросить зрителей, а как вы выбираете подходящий для себя велосипед? Вот я на велосипеде катаюсь 20 лет. И, честно говоря, вот это все я осознал довольно недавно. Потому что думаешь, хочу велосипед. Какой? В лесу кататься. И потом в итоге покупаешь себе Specialized Enduro. Почему? Потому что ходов 140 мм. Вроде лучше, чем 110. А подумать о том, что он и катить будет хуже по лесу с этими 140 мм хода, как-то вот я раньше не догадывался. Потому что вроде Specialized Enduro хороший велосипед. Или, например, купил себе контрийник. Вот, и зачем-то на этот контрийник поставил вилку с ходом 125 мм. В итоге 2 года
катался, не понимая, что я страдаю, потому что у велосипеда ушла вся геометрия, как бы прыгать я на нем особо не прыгал, да он и не создан был для этого, а катил в итоге хуже. Поэтому очень правильно подобрать правильные компоненты для того, чтобы кататься с кайфом и не обламываться. Ну, получилось сделать из велосипеда то, что мы планировали. Это по текущим временам называется, наверное, такой трейловый велосипед с ходами 140-140 мм, собранный для московского кросс-кантри. Велосипед получился более легким, более быстрым, более динамичным. Клиент остался доволен, собирается теперь больше кататься. Он себе в начале этого года купил Gravel. После этого велосипеда в том виде, в котором был в начале видео, Gravel ему показался летающей пушкой. Желание кататься на интенсе у него напрочь пропало. Вот. Потом он как бы подумал, что, наверное, что-то с интенсом не то, потому что все-таки велосипед хороший. Вот. Так что покупайте, собирайте подходящие для вас велосипеды. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, оставляйте в комментариях. Если есть трудности с подбором велосипеда, опять же пишите, вам обязательно помогут. На этом прощаюсь с зрителями канала. Всем до свидания.